Буквально на днях вернулся из Северной Кореи, в которой пребывал с рабочим визитом. Извините. Что хочу сказать. Вообще не хотел уезжать из Пхеньяна. Как там классно вообще, настолько все душевно, по-совковому. Меня там в аэропорту так встречали, такой прием мне устроили. Я был приятно удивлен, меня еще никогда не встречало столько людей с одинаковыми лицами. Единственная погода, конечно, подкачала. Ливень был очень сильный, я пока дошел от самолета до терминала, все копыта насквозь промокли. А я еще дурак в летних подковах поехал. Ну да ладно, сейчас не об этом. Одной из целей моего визита был вопрос развития туризма между нашими странами. Было достигнуто множество договоренностей. И по одной из этих договоренностей я теперь обязан продвигать и рекламировать отдых в Северной Корее. И вот, положа ногу на сердце, от себя лично хочу сказать, если есть на свете рай, это Северокорейский Народно-Демократический край. Поэтому всем россиянам, которые еще не отдыхали в Северной Корее, я из стойла вам рекомендую и настойчиво рекомендую посетить КНДР. Кстати, если кто не знал, КНДР расшифровывается как «Курортная недорогая республика». Приезжайте обязательно, вас тут хорошо примут, хорошо допросят и хорошо, если отпустят. Меня, например, отпустили, и это хорошо. Вообще отдых в Северной Корее – это, конечно, что-то с чем-то. Что конкретно, с чем конкретно мне пока сложно сформулировать. Это просто надо приехать и пощупать своими глазами. Это, знаете, как гласит одна известная поговорка, увидеть Пхеньян и охренеть. Цены там довольно демократические, я бы даже сказал, северокорейско-народно-демократические, да и люди там довольно довольные. Довольно недовольных я там особо не встречал. Поэтому пока не поздно, езжайте в Северную Корею, а те, кому уже поздно, езжайте завтра с утра. Вы будете чувствовать себя там особыми туристами, потому что кроме вас там особо туристов не будет. Хочу выделить несколько категорий россиян, кому обязательно нужно побывать в этой замечательной стране. Во-первых, это родители, чьи дети постоянно сидят в телефонах и планшетах. Смело езжайте туда с детьми, там нет интернета, а телефоны забирают еще в аэропорту. Плюс ко всему, там есть много детских лагерей. И пока ваши дети будут в детском лагере, вы сможете побывать в лагере для взрослых. И не факт, что по собственному желанию. Далее обращаюсь к людям, у которых плохая память, и они постоянно что-то не могут вспомнить. Приезжайте туда. Там специально обученные люди вытянут из вас любую информацию. Вы вспомните абсолютно все и даже то, чего никогда не знали. Также хочу обратиться к большинству мужчин. Если ваша любимая женщина говорит, что у нее нет нарядной одежды для похода в ресторан, непременно свозите ее в КНДР. Там нарядная одежда не приветствуется, как, собственно, и рестораны. Но зато там есть что посмотреть. Среди достопримечательностей Северной Кореи стоит выделить холм Хуньпу, с которого в 12-кратный бинокль видно все достопримечательности Южной Кореи. Кстати, небольшой лайфхак, как сэкономить на перелете. Рекомендую брать билет в одну сторону, как минимум по двум причинам. Во-первых, не факт, что вам предоставят возможность вернуться обратно, а во-вторых, если такая возможность и появится, вы всегда можете вернуться домой бесплатно в комфортабельном контейнере с боеприпасами. Я лично так и вернулся. Ну, а те, кто не имеет возможности посетить
посетить лазурные курорты КНДРии, не отчаивайтесь. Наша власть уже делает все, чтобы буквально через пару лет, находясь в России, вы себя ощущали как в Северной Корее. Да, и еще, курорты КНДР славятся своим off-инклюзивом, что означает «все исключено», а именно дискотеки, развлечения, анимация. Бесплатного алкоголя там тоже нет. Именно по этой причине пресс-атташе нашего МИДа Маша Захарова меня в этой поездке не сопровождала. Но, тем не менее, я хотел бы сейчас предоставить ей слово. Эй, уважаемые, что там эта шмара многопьющая, протрезвела уже? Спрашиваю, в этом Захарову уже откачали? Еще нет? Ну, как откачаете, катите ее сюда. Ладно, в следующий раз уже.